Привет, друзья! Сегодня я подготовил для вас видео по созданию рига для подъемного механизма. Сделал вот такую заготовку. Это передняя часть стрелы, наверное, автокрана, хотя подойдет абсолютно любая модель. Вернее, этот риг подойдет для практически абсолютно любой модели, который связан с движением троса, движением роликов и тому подобное. Состоит он из крюковой подвески с двумя роликами и в верхней части. Также сделал кривую безье, которая выглядит вот таким образом. И чуть позже покажу принцип, по которому эту кривую безье я сделал. Ну а с вами Алекс и канал Create Reality. Если вам понравится это видео, обязательно ставьте лайки. Если будут вопросы, оставляйте их в комментарии. Ну а если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь. Впереди много чего интересного. Ну а я продолжаю. Поехали. И прежде чем приступить, покажу, как я сделал кривую для данного проекта. Полностью я ее не буду повторить, но покажу принцип, по которому все это строилось. Добавим в режиме объекта новый объект, кривая, круг. Перейдем в режим редактирования. Все точки у нас выбраны. Shift-D, делаем дубликат и оттягиваем в сторону. Выберем 3 точки, X и удаляем сегмент. Вот такая вот у нас штука получилась. Здесь тем же самым образом X сегмент. У меня включен аддон F2, поэтому при нажатии клавиши F сегмент у нас закрывается. Также здесь F, сегмент закрывается. И теперь выравниваем при помощи привязки к вертексам. По центрам у меня включено. Ctrl зажимаем и привязываем каждую из точек параллельно друг другу. Вот такая заготовка появилась. И в принципе, по этому способу можно будет изготовить полностью всю кривую, которая будет имитировать у нас движение троса. У меня это здесь условно крепится, хотя он в воздухе висит. Проходит по первому ролику, по второму, здесь по этому, и выходит это все уже на натяжной барабан. Теперь нам эта больше кривая не нужна, удаляем ее. Итак, имеется у нас вот такая кривая. Вот так расположены в этой кривой точке. И сейчас поговорим о первом способе, который очень быстрый и подойдет для большинства, как мне кажется, механизмов, поскольку трос достаточно тонкий и на рендерах его, возможно, не будет очень хорошо видно. Выберем вот эти два колеса, наверное, чтобы выявить центральную точку. Shift-S и установим сюда курсор. Добавим в сцену в объектном режиме кость. Развернем ее по оси X на 180 градусов. И утянем, ну, давайте отцентрируем по этой части, например. Хотя тут, по-моему, нет никакой разницы. Экструдируем еще одну свободной величины. Отцентрируем его по вот этой части, например. И установим сюда курсор. В объектном режиме добавим пустышку. Можно использовать в качестве цели для инверсной кинематики и кость, назначить на нее какой-нибудь шейп, и в принципе можно будет спокойно использовать. Но я сейчас выбираю пустышку, потому что в объектном режиме будем назначать констрейны для всех колес, и это будет
немножко быстрее, как по мне. На самом деле здесь может быть абсолютно любой объект. Настроим инверсную кинематику для этой конструкции. Выберем кость. Перейдем в PosMod. Выберем ту кость, которая касается пустышки, и заходим в Constraint и добавляем Constraint инверсная кинематика. В качестве цели у нас будет пустышка. Пробуем ее покрутить. Вот так вот это все выглядит. Теперь нам нужно настроить правильно ограничения для костей. Также в PosMod выбираем вкладочку кости, инверсная кинематика. Выбрали ту кость, на которую назначали инверсную кинематику, и блокируем по всем осям. А для этой кости сделаем растяжение на 100%. Смотрим, что у нас получилось. Такая вот конструкция. Отлично. Теперь нам нужно привязать те объекты, которые участвуют у нас в риге. Эти два колеса мы просто привяжем к объекту подвески. Ctrl-P to Object. Эту штуку к крюку привяжем. Ctrl-P to Object. Сам крюк привяжем также к этой подвеске. Ctrl-P to Object. И теперь всю подвеску, пробуем, кстати, проверим, все привязали. Привязываем вот к этой самой кости. В PosMod выбираем эту косточку, Ctrl-P to Bone. Выберем пустышку и попробуем поднять. Вот так вот у нас поднимается. Замечательно. Теперь для наглядности сделаем небольшое утолщение на тросе. Пусть будет вот так. Кость уже можно будет спрятать. Выберем кривую Безье и назначим на нее модификатор Hook. В качестве объекта, к которому будет привязываться точки этой кривой, может выступать как пустышка, так и сам объект подвески, ну, либо кость, которую мы создавали. Именно та кость, к которой привязана подвеска, я имею в виду. Ну, мы выберем этот объект подвески и в режиме редактирования выберем вот эти 6 точек. Assign. Назначили. Теперь при движении по оси Z пустышки у нас трос стягивается и растягивается. Опять же говорю, если это будет масштаб какой-то локации большой, рендер стройки или чего-то подобного, все, этого уже в принципе достаточно будет. Назначим какой-нибудь черный материал на трос и все. Можно сказать, что половина рига готова. Единственное, что еще остается сделать, это нужно назначить на каждое колесо constraint, который будет его вращать, для того, чтобы риг выглядел более натуралистично. Для того, чтобы определиться, сколько оборотов сделает каждая из колес в этой системе, перейдем к теоретической части. Есть у меня небольшие заготовки. Эта схема показывает тот же самый механизм, но развернутый как бы на плоскости. Барабан, на который накручивается трос, и благодаря ему получается подъем. Первый ролик будет соответствовать этому ролику, он жестко привязан к крану. Второй ролик у нас находится на подвеске.
Третий ролик также жестко привязан к крану. И четвертый ролик, это этот, находится у нас также на подвеске. Свободный конец троса у нас жестко привязан к телу крана. Для того, чтобы опустить либо поднять груз на 1 метр вверх или вниз, нам понадобится увеличить длину троса на 4 метра. То есть добавится на каждую ветку по 1 метру. Итого 4 метра. Через первый ролик у нас пройдет 1 метр, через второй 2 метра, через третий 3 и через четвертый 4. Соответственно, и оборотов сделают каждый из роликов на 1 больше. 1, 2, 3, 4 оборота при условии, что это будет соответствовать длине окружности данного ролика. Для того, чтобы определиться с длиной окружности, нам необходимо вспомнить самую известную формулу πd, то есть это длина круга. И где π это, естественно, 3/14, d это диаметр этого самого круга. Диаметр круга у нас можно посмотреть в разделе Dimensions и равен 0,524 метра. Ну, возьмем для удобства 0,5. Соответственно, чтобы определить длину круга, умножаем 3/14 на 0,5 метра. Итого получаем 1,57 метра. Это будет длина круга, который опоясывает этот ролик. Теперь нам нужно определиться, сколько оборотов сделает каждая из колес при проходе через него 1 метра троса. То есть мы 1 метр троса разделим на 1,57 и получим 0,64 оборота. 0,64 оборота сделает колесо при проходе через него 1 метра троса. Соответственно, угол поворота будет равен 0,64 умноженное на 360, то есть это 230,4 градуса. 230,4 градуса. То есть, если через него пройдет 1 метр, это колесо повернется на этот угол. Соответственно, для второго колеса это будет 230,4 умноженное на 2, 460 и 8, и так далее с двумя оставшимися колесами. Надеюсь, не утомил этой теоретической частью, но вот эти цифры, которые нам понадобятся для того, чтобы сделать более или менее правильный угол поворота для каждого из колес, который мы сейчас будем использовать. Удалим это, спрячем пустышку и выберем первое колесо. Первое колесо у нас по ходу движения троса от прикрепленного к крану это. Переходим в constraint и добавляем constraint X-Transformation. Выбираем в качестве цели пустышку. Extrapolate, local space. Откуда берем? Берем с местоположения пустышки 1 метр. Куда переносим? Переносим на вращение
по оси X. Тут берем с оси Z. Угол у нас будет 234. 230. 230.4. Проверим, получилось у нас или нет. Колесо сейчас крутится в обратную сторону. И для того, чтобы это исправить, поставим перед углом поворота колеса знак минус. Замечательно. Для второго колеса мы определили, что угол поворота будет 468 градусов. Соответственно, для него делаем свой Constraint X Transformation. Также берем пустышку. Local Space. На 1 метр, если опустится, то повернется. Берем с оси Z. 460.8 градусов. Проверим, что у нас получилось. Ну, его не очень хорошо видно, но оно вращается. И, по-моему, вращается опять не в ту сторону. Поэтому для этого колеса также ставим перед углом поворота в Constraint знак минус. Смотрим, что у нас получается. В целом можно считать, что риг в принципе законченный, потому что при больших расстояниях, и если экран у вас не очень большой, то в принципе этого будет вполне уже достаточно. Вот так ролики у нас крутятся. Но бывают такие случаи, когда нам нужно для рендера сделать максимальное движение не только роликов, но и движение самого троса. Есть у меня вот такая заготовка. Похожая на трос. Сделать это очень и очень просто. Выберем кривую. И, кстати, она нам пригодится. Делали мы ее в любом случае не зря. Сделаем ее, приведем к обычному стандартному виду. Выберем кусок троса. И добавим модификатор массив. По оси Y его размножим. Сделаем пока штук 5. Такой длины у нас получился трос. И добавим еще один модификатор, который называется Curve. В качестве цели для этого модификатора выберем как раз ту кривую, которую мы с вами делали. Такая штука у нас получилась. Выберем здесь ось Y. Для того, чтобы сопоставить трос кривой, нам необходимо выровнять origin троса с ориджином кривой. Как только мы это выровняли, у нас как раз получается, что трос огибает
механизм экрана ровно вдоль самой кривой. Если будем двигать по оси Z, у нас будет смещаться моделька вправо и влево. Если мы будем двигать по оси Y, этот трос будет двигаться вдоль кривой. Но нам его не придется двигать, потому что достаточно будет только сопоставить его с креплением к крану. Вот так вот он, будем считать, что крепится. Увеличим количество массива, ну пусть будет до 8, 9, например. И теперь при движении пустышки происходит следующее. Трос начинает двигаться. Я двигаю по оси Z пустышку. И трос двигается вместе с ней. Единственный момент — это разрешение кривой Безье. Можно увеличить его для того, чтобы этот поворот был более плавным. Выберем кривую, зайдем в настройки кривой и Resolution Preview выставим на 24. Теперь у нас более плавный изгиб троса получился, более реалистичный. Еще раз попробуем по оси Z поднять и опустить. Сейчас не очень наглядно. Для наглядности я подготовил еще один материал с чекер текстурой. Попробуем опустить и поднять и посмотреть, соответствует ли вращение колес движению самого троса. Как вы видите, трос не проскальзывает. Ролики движутся с нужной скоростью. Попробуем здесь еще по оси Z. Замечательно. На этом я заканчиваю. Желаю вам творческих успехов. Конечно же, здоровья. Берегите себя и пока-пока.